Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Закончился турнир, и знаете, что меня больше всего удивило? То, что на турнире оказывается совершенно иная мета. И больше всего, что мне из турнира понравилось, это керри бабка. Я надеюсь, у меня получится когда-то ее повторить, но сегодня я хочу поиграть на своей любимой Марсе. Ну, или посмотрим. Посмотрим, потому что неизвестно, что будет дальше идти, и, соответственно, будем отталкиваться от того, что будет приходить. Ну, как обычно, короче. Я буду водой, буду принимать абсолютно любую форму. Ну и в принципе все. Тут на самом деле можно будет попробовать 6 богов замутить, потому что есть Зевс, есть Тайт, есть Омник, есть Минер, то есть комбинацию можно такую, знаете, лютейшую прям сделать, поэтому не 100% я буду играть на Марсе. Если будет идти, только в этом случае я буду играть на Марсе. Не будет идти, соответственно, не буду играть на Марсе. Ну, логику вы и уяснили. И больше всего меня удивило то из турнира, то что мета-то оказывается это гоблины, и все. Просто играй на гоблинах, и гарантом почти можно заходить каждую игру в топ-3. Тут как раз жезл Киры есть. Может быть, я в этой игре сыграю на гаранте гоблинах, потому что гоблины, кто вдруг не смотрел турниры и кому это не особо интересно, гоблины заняли топ-1 по турниру. Все. Вот так и знаете. Топ-1 по турниру. Это жестко. Я удивлен, если честно. Очень удивлен. Не передать словами, насколько я удивлен. Серьезно. И еще меня, знаете, что больше всего удивило? Ни один человек не попробовал сыграть на шаманах, и ни один человек не попробовал сыграть на инсектоидах. Тупо были такие вот сборки. Это гритеры через Эгиду, через Керри Сларка, гритеры через Марси, естественно. И тоже к этому сейчас вернемся по поводу Марси. Почему? Потому что меня очень удивило то, что Марси собирали в жир. Ладно, об этом чуть попозже. Гоблины, гритеры и звери. Все, что там было. Ну и, соответственно, я же говорю, то, что единственное, что мне понравилось из турнира, это то, что была бабка. Все. Вот это мне понравилось. А остальное, если честно, вообще не понравилось. Ну, типа, все было слишком однотипно, и все собирали почему-то потом под копирку, под игрока, который собирал тупо гоблинов, и все. Да, ну, были там, ладно, некоторые катки были хорошие, но не все, прям не все. Те, что вот мне в действительности понравились, я вам сказал. То, что мне понравилось именно керри бабка, и все. И на этом мы как бы и закончим, да? Да. Ну и, соответственно, ребята, если вам интересно посмотреть турнир, то во вкладке трансляции есть записи всех моих, соответственно, стримов. Можете посмотреть турнир. И, соответственно, потом напишите свое мнение по поводу этого турнира. Ну и хочу, ребят, напомнить то, что мне нужны ваши лайки, поэтому под ролик ставим обязательно лайк, кто не подписан, подписываемся, а кто может стать спонсором канала, то, соответственно, милости прошу к нашему шалашу. А так, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, дня. Вот у меня уже хороший старт начинается, а БХ в 2 звезды сюда. Не стал, если что, я его обузить через одну монетку, потому что, ну, такое себе, если честно. Вроде бы как бы хочется попробовать забузить, а вроде бы, да не. План на текущую игру у меня, как я сказал, я не знаю, как у меня будет. От того, что будет идти, соответственно, то и будем собирать. Мне бы на самом деле, знаете, хотелось попробовать сыграть через зоопарк, но в этой игре я не хочу играть через зоопарк, потому что есть клятый минер. Почему я его так ненавижу? Потому что вот этот вот минер, если там еще и двойные клыки будут, и не дай бог еще и перчатка будет, то он будет взрывать весь мой спам одном дыхании. Вот просто так... И снес весь мой спам, который я буду делать через зоопарк. Вот и все. Вот и все, как бы, да. Эх, ладно. Ну и, кстати, напишите в комментариях, чем вам турнир запомнился. И мне в целом интересно ваше мнение послушать, как все-таки я вам откомментировал этот турнир, насколько он вам понравился. Опа, чиназес. Моя любимая девочка на связи, только никому не говорим. Тихонечко, тихонечко. У меня есть еще и жетон отступника, специально под Марси, вдруг кто-то еще соберет себе эльфов. На самом деле, жетон отступника много кто недооценивает. Но, ребята, вот смотрите, сейчас здесь куча гоблинов, куча древних, и у меня мой челик, БХ,
Он своими сюрикенами, своими тычками наносит на 50% больше урона по ним. Поэтому, ребят, никогда недооценивайте жетон отступника. Жетон отступника это хорошая тема. И если вы видите, что кто-то собирает метовую сборку, и вы играете на условно такие же самые, ну давайте представим эльфы, да, только у вас немножко другая сборка, то жетон отступника лучше оставьте. И это то же самое касается и гоблинов, потому что я что-то более чем уверен, что гоблинов будут собирать теперь намного чаще. Вот смотрите. Бэмс! Просто 675 урона и 750 урона. Вкусно. Хорош. Еще и Рики пришел. Ну, поставим Рики, поставим. Пригодится Рики. Лишним он точно не будет. Не, ну я, смотрите, я предлагаю так. Раз идет Марси, я, вот, кстати, хотел к ней вернуться, и только сейчас об этом вспомнил. И у меня, знаете, в чем прикол? Я немножко забыл о том, что хотел сказать по поводу Марси. Но как только я сейчас ее увидел, что она ко мне пришла, то я хотел о ней немножечко с вами поговорить. Почему? Потому что мне не понравилось, как ребята собирали ее на турнире. На турнире, чтобы вы понимали, никто не собирал Марси в керри. Почему? Я не знаю. Почему-то ее в керри не собирали. И это удивительно, почему ее не собирали в керри. То есть ее полностью собирали в жир. Чтобы вы понимали, там было БКБ, Бессмертие, Наследие Духа Огня. Вот это вот все. А керри предметов не было. И мне непонятно, почему так. Серьезно, непонятно. Потому что в определенный момент... Да, у тебя Марси на самом деле наваливает «Будь здоров» некоторое время. Я, кстати, если что, сейчас... решил распродать стол свой, чтобы выйти в 40 монет, чтобы уже пойти в уровень, потому что мне нужен 7 будет. На 7 уровне я заблокирую, соответственно, себе инсектоидов, потому что там 2 фигуры 3-го тира есть. Инсектоиды самые дешевые по блокировке синергии, естественно, будут. Вот. И мне вот не понравилось. То есть Марси, она до определенного момента, даже без шмоток, будет наваливать, будь здоров. То есть она будет кабину тращить только в путь. Возможно, ребята хотели себе там сборку потом в дальнейшем сделать через синергию кунг-фу. То есть они, наверное, думали, что они соберут ее полностью в жир. Да, кстати, если что, так тоже можно делать. Типа собираете полностью Марси в жир, но ставите себе сверху синергию кунг-фу. Для того, чтобы у тебя просто синергия кунг-фу активировалась, снижала половину хп и там ваншоты раздавались. Но, блин, когда ты играешь через синергию гритеров либо эльфов, тебе в моменте просто не будет хватать урона на нее. Вот смотрите, бэмс, какой кусок отрывает у меня БХ. Хорош БХ, хорош. Так, отсюда, уровень берем. Нужен ли мне грим? Да я думаю, можно взять грима, почему не хотел, ладно, пока продам. Пока продам, грим мне не особо нужен. В дальнейшем понадобится, сейчас не особо он мне понадобится. Я притом не совсем уверен, что мне ШД понадобится. Ну, кстати, там шаманчиков чел собирает. Через волшебников. Это пока что то, что я вижу. Просто шаманчиков собирает. Посмотрим, как он сможет их реализовать. Вот тоже меня на самом деле удивило то, что ребята не хотели на шаманах играть. Даже когда в игре было 2 легендарных шамана. Была даже аптечка священника, и все почему-то пытались там всяких там зверей собрать и тому подобное. И несмотря на то, что им шаманы шли, они почему-то не собирали шаманов. Ни один человек там не собрал шамана. Меня это удивляет. Серьезно удивляет. Не попытались даже. Ну, короче, ладно. Хрен с ним. Все. Проехали. Думаю, нить вы в любом случае уловили, то, что я хотел вам передать. Вот. Что я хочу по реликвиям сейчас? На самом деле есть 2 желанные реликвии мои. Это сумка под доменом. Мастерская бума. Можно, конечно, еще Мамору и реликвию яиц. Ну ладно, 4 реликвии. Ладно, 4 реликвии, которые бы мне хотелось увидеть. Но больше всего я хочу, наверное, сейчас, знаете, какую реликвию? Это реликвию яиц, чтобы просто сделать себе раннюю Марси. Сумка Пандамена тоже крутая, но реликвия яиц мне как-то побольше нравится. Поэтому я думаю, все-таки лучше пусть будет реликвия яиц. Скажем так, такая универсальная реликвия под мою сборку. Я бы даже сказал, что она самая идеальная реликвия. Ну ладно. Это уже такое. Это уже такое. Сейчас посмотрим, что упадет. Чуть-чуть осталось мне до 7 уровня. Так, что у нас тут? Реликвия яиц. Кстати. Гритер я, наверное, заранее покупать не буду. Не буду его держать, хотя не, возьму. Возьму
Ну, пригодится мне на будущее в любом случае. Пусть будет. Пусть будет пока что. Пока что продавать я его не буду. Спешить с выбором реликвий тоже пока что не буду. Посмотрю, как на 7 уровне будет троллиться. Хотя, на самом деле, можно, в принципе, и взять эту реликвию яиц и не париться. Ну да, возьму. В любом случае, мне хочется взять реликвию яиц. Это одна из самых лучших реликвий для меня. Так, там собирают Кири и Гиду, и шаманы собираются пока что. Это то, что я вижу, такого вот прям из очевидного. Вот, кстати, шаманчик пришел. Но я его, по-моему, должен выносить в легкую, да. Да, я его в легкую выношу. Мне бы, конечно, раннюю Марси бы в 2 звезды. Как же было бы это сочно. Но это я слишком уже много хочу. Боже, да где друид? У меня стоит 4 энчи. Самая лучшая инвестиция в мое будущее. А друидов-то и нет. Все, Санечек, болт тебе на 28. А не эгиду. Ой, эгиду. Друида. Эгида, друиды. Почти одинаково звучит. Так, нефритового генерала там нашли. Чел, вон, кстати, собирает себе гоблинов. Воодушевился гоблинами, судя по всему. Маги, кстати, походу собираются, либо я что-то не знаю. Да, походу воодушевился вот тем игроком, который занял топ-1 по миру на чемпионате. Ну да. Я на самом деле... Ну, посмотрим, смогу ли я его развалить. Я уверен, что я его смогу развалить спокойно, потому что я Марси не буду собирать, как они, в плотность. Мне хватит 1-2 предметов для плотности. А дальше буду просто разваливать. Без шансов. Так, Хусик идет. Звучит интересно, конечно, то, что Хусик идет. Но я особо Хусика не хочу. Я, кстати, по-любому запишу сборку с вот этой вот топовой сборкой на игры на гоблинах, которая заняла топ-1 мира в чемпионате. Поэтому я по-любому ее запишу и вам покажу, как на ней играть. Я надеюсь, что, конечно, там никто не будет меня копировать в это время, потому что если кто-то будет меня копировать, то будет неприятненько. Колечко хотелось бы взять. Ну и ману хотелось бы взять. На самом деле, игра на эльфах, она вообще очень легкая. То есть, сейчас я, кстати, расскажу вам, как играть вот через волшебников. Вот видите, там чел собрал себе 6 шаманов через волшебников. И я, соответственно, когда к этому доберусь, я расскажу, как работают волшебники, чтобы все знали, как работают волшебники. Потому что очень часто в комментариях меня спрашивают о том, типа, как ты собрал себе полную синергию, когда у тебя всего лишь было 3 эльфа. Расскажу и покажу, так сказать. Легко и просто. Все на самом деле очень легко, ребят, работает. Опа, Чирик, сюда! Сюда эту прикормку. Это все мне? Это все мне. Сюда. Так. Ну все, 7-й есть. Сейчас, если что, начну ролиться. Сейчас начну себе собирать сборку свою вот эту ультимативную сборку. Все предметы я, кстати, в антимага закину. Я как-то в антимага побольше верю. Потому что антимаг это... Антимаг это моя любовь. Еще одна. Но больше всего люблю Марси. Марси имба. Один из самых лучших героев, я считаю. Просто сейчас антимаг может впиться в Тинкера, и там Тинкер обалдеет. Потому что ману не сможет ни разу в жизни собрать. Еще мартретку бы хотелось бы мне в 3 звезды собрать и реализовать ее по полной. Ну ладно, что такое? Что такое? Тоже небольшие мои мечты. У меня, кстати, винстрик. Я только сейчас заметил о том, что у меня есть винстрик. Обалдеть. Так, берем волшебников. Сейчас, может, найду еще волшебников. По крайней мере, я надеюсь. Полуорки идут с бабкой. Прям хорошо. Прям бабка намекает о том, что, Санечка, тебе нужно собирать меня. Тебе нужно собирать меня. Не кого-то там другого, а именно меня тебе нужно собирать. Мне надо еще один волшебник. И я могу поставить себе... О! Гвард, привет, не сразу увидел, удачи. Привет, аж капсом написал. Приятно. Ой, как приятно. Сейчас, привет. Так, стопэ. Куда английский? Так, привет. Удачи. Приятно. Это очень приятно, когда
встречаешь своего подписчика. Но, как говорится, я всегда знаю об этом. Но мои подписчики меня не щадят. И я уверен, что тут будет жесткое противостояние с моим подписчиком. Потому что подписчики знают. Они меня смотрят и знают лайфхаки и все такое. 2700 урона, кстати, если что, вот ШД двухзвездочного на секундочку. Хороший предмет мне сейчас упал под мою Марси. Прям шикарный, можно сказать. Рики, кстати, можно было бы брать, но я не буду брать Рики. Так, Дума покупать не буду. Так, эльфийскую волшебницу мы берем, естественно, вместо Рубика. Морскую волшебницу брать не буду, она мне не нужна. Мне еще Трентуха нужен. Короче, обещал рассказать, как работают волшебники. На самом деле, ребят, смотрите, волшебники легко работают. Вы ставите 3 волшебника, и при этом у вас не должно быть активной никакой другой синергии. Мама, я в ютубе. У вас не должно быть никакой другой синергии. Короче, Мартретку решил продать, если что. Но мне не нужна просто эта Мартретка. Там же Хана находит во всю катушку. А, ну это паренек, который, кстати, на шаманах нашел. А тут я, кстати, проиграл раунд, если что. Потому что я не пробью сейчас Марсов. По крайней мере, я не должен их пробить. Типа, у меня, если бы Марсе была в 2 звезды и был бы тренд, то я бы пробил. А так, не, я не пробил. Или пробью. Да не пробью. Слишком больно мне нанесли они урона. Короче, у вас не должно быть никакой активной синергии. Кстати, эта падла забрала у меня винстрик. На секундочку. Я ему отомщу. Запомните его никнейм. Кто забрал у меня там винстрик со своими 2 Марсами. Вот этот банк. Запоминаем его никнейм. Я к нему приду в гости, я ему отомщу, поверьте. Я ему так 5-ю точку надеру, что... Ладно, все, давайте не отвлекаться. Как работают волшебники? Вам нужно, чтобы у вас была одна активная синергия, ту, которую вы желаете. То есть, условно, эльфы, да, у вас должно быть 3 эльфа и 3 волшебника, но при этом у вас не должно быть никакой другой активной синергии. И демоны это тоже, если что, синергия, поэтому эту синергию нужно сломать. Поэтому вы ставите либо одного демона-волшебника и одного демона просто, либо же ставите, соответственно, себе просто 2 демонических волшебников и тем самым ломаете демонов. Запомните это. Надеюсь, все просто, все понятно. Так, яйцо есть. Мишаня есть. Все. Марси в 2 звезды у меня тоже есть. Вот сейчас хороший такой урончик пойдет. Если что, ничего продал, в любом случае, в дальнейшем я 100% ее найду. Мне еще нужен тренд. Тренд мне нужен в 3 звезды, потому что это кусок мяса, который впитывает, который хилит. Короче, очень полезный персонаж, ребят, поэтому мы его по-любому хотим. По-любому, по-любасику. Антимага мы тоже хотим. Антимаг это очень сильный перс, который, дай боже, каждому разносит кабину, будь здоров. Поэтому мы тоже его хотим. Так, здорово, шаманчики, как у вас дела? Мне, скорее всего, здесь пригодятся эти гритеры, потому что против шаманов довольно-таки тяжко играть, если у тебя еще и предметов не будет. Не очень хороший ему шаман перевоплотился. Ух ты! А кого мы видим? Бревно! Наконец-то это бревно ко мне пришло. Я, кстати, антимага сделаю себе 2-звездочного с помощью этого яйца. У меня в любом случае, как бы, есть реликвия яиц. Пригодится. В антимага пока шмотки закинул, но я не знаю, может в Марсе обратно вернуть. Не, я возьму пока что антимага, потому что там есть типчик, который играет через гоблинов. А, как мы помним, антимаг таких ребятишек любит. Антимаг любит ребят с маной. Обожает. Так, билд 13. Здорово. Чё, как у тебя тут? Все в порядке? Да, ты такой на винстрике сидишь. Сейчас, подожди, сейчас у тебя антимажик пару разок взорвет. Бэмс, бэмс. 7000 урона. И винстрик. Приятный такой бонус. Чисто активировал бонус-код. Бревно наконец-то идет. Надо, главное, инчу не пропустить. Инча мне нужна. Гримтачи я соберу в 2 звезды. Пока что, как мы видим, если что, под ШД его ставлю. Тоже меня, кстати, так поразило то, что вот эти вот игроки, которые играли в турнир, они почему-то не ставили Гримтача перед ШД.
Это очень удивительно. Или наоборот, ШД перед гримтачем. Тоже это было очень удивительно для меня. То ли они не знают механику, то что ШД, когда дает свою тычку, он в ту цель, которую дал тычку, туда кидает проклятие. И то, что проклятие на чернила гримтача работает. Тоже меня это удивило. То есть там были такие нюансы, которые меня в действительности удивили. Ну, ладно, как говорится, я в турнире не участвовал, поэтому я лицо заваливаю. Вот если бы я в турнире участвовал, тогда бы я имел как бы право что-то говорить. Правильно? А я в турнире не участвовал, поэтому, Санечка, ты полный ботинок. И тебе нечего тут говорить. Тебе никто не давал права. Так, в антимага обратно предметы закидываем. Кстати, мастерская бума. Но я сейчас, если честно, не хочу из мастерской бумы ничего искать. Меня, в принципе, все предметы мои устраивают. Я потом, если ж буду искать, то я буду сразу предметы 5-го тира искать. Предметы 5-го тира — это то, что доктор прописал. Мне нужно будет там по-любому найти кирасу. Она дает плотность и урон, соответственно, потому что в радиусе дает минус броню. И нужна будет маска, потом там криты какие-то мне нужны будут. То есть 2 предмета, которые с 5-го тира мне прям кровь из носа необходимы, даже 3. В зависимости от ситуации, конечно, но есть 2 предмета, которые я супер хочу. Есть, конечно, гриттер, но которые предметы я супер хочу, это кирасу 5-го тира и маску 5-го тира на отхил. Все, 2 предмета, которые я прям дико желаю. Все остальные предметы — это уже вариативность. Но если брать из 5-го тира, то мне бы хотелось криты 5-го тира иметь. Мьёльнир может быть, потому что наносит магический урон, там плюс тебя когда бьют, когда ты бьешь, есть вероятность, что срабатывает молния. То есть это просто много магического урона может в моменте поприлетать. Но это не критично важно, поэтому криты мне будут критично важнее. Такой вот момент. Бессмертие не первым слотом, это уж точно. Это конечный слот. Щит 5-го тира тоже не первым слотом, а только аж каким-то там другим слотом. А что-то по Марсе сегодня будет идти? Как-то уже 22 раунд, а Марсе как-то даже и не пахнет. Или мы сегодня без Марса? Спасибо, мне даже бревно уже пришло. А инчи, кстати, нет. Как назло. Из 4-го тира какие бы мне предметы хотелось? Ну, если я буду играть не через гриттеров, то мне хотелось бы БКБ. А если буду играть через гриттеров, то БКБ мне, соответственно, не нужно будет. Мне нужно будет найти себе МКБ, если оно необходимо будет. А так хочу БФ и драконий рог. Вот такие вот предметы мне хочется. Все остальные предметы, ну, уже на усмотрение надо было брать. БФ мне нужно для того, чтобы 50% чистого урона наносилось по области. Плюс мана реген еще это хороший. Ну, короче, БФ хороший предмет. Брать надо. Ну, а МКБ это, чтобы вдруг там никто уклонения не собрал. Потому что, может, кому у кого-то будет уклонение, я не хочу промазывать. Я хочу прям птички в табло давать. По полной программе. О, яйцо и бревно. О, Марси, здорово! Наконец-то я собрал себе бревно в 3 звезды. Боже, 23 раунд я собрал бревно в 3 звезды. Сейчас, кстати, немножко потерпим. Активирую реликвию яиц. И буду собирать себе Марси в 3 звезды. Я думаю, это норма. Хотя там уже Сларк есть в 3 звезды. На самом деле, мне бы хотелось сейчас Марси в 3 звезды сделать. Там Дум есть неприятный. Меня это напрягает. Бэм. Бэм. Нормально так антимага урон вкинул. Чисто башек в конце. По тинкеру. Не знаю, может сейчас активирует реликвию яиц и просто все бабки слить на то, чтобы яйца понаходить. А вдруг? Может рискнуть? Поехали, поехали. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Раз яйцо. Гриттер, хорошо, пусть будет. Марс есть. Одно яйцо дай. Ну! Ля ты мразь. Ля ты какая мразь. Ох ты боже.
Да, девочки. Это откровенный пипец. Ладно, что ж. Имеем то, что имеем. У меня винстрик есть сейчас. О боже, честно, я думал, я не найду ее так быстро. Все, 25 раунд. Ну как, это на самом деле не быстро. Там есть ребята, которые находят до 20-го, до 15-го раунда себе Марси в 3 звезды. Не знаю, каким чудом и кому они душу продают за такую раннюю Марси, но такие есть. Что там у тебя? А, у него почти, кстати, солнечный шаман в 3 звезды. А тут вообще Лина. Ну, скорее всего, мне здесь придется ставить гейтеров. Чисто из-за того, чтобы не париться насчет контроля и всего остального, чтобы не искать себе БКБ. Ну и чтобы на меня там минус броня не работала и всякая такая шляпа. Я думаю, все-таки надо именно это искать. Так, мана у меня упала, хорошо. Дезолятор. Это хорошо. Сейчас даю стычки, минус 15 брони. А если я найду себе еще сверху кирасу, то я буду давать по минус 25 брони по области. Ну, грубо говоря, по области, можно сказать. Просто это такой развал кабины будет. Сейчас мне самое главное найти будет гритера, не пропустить его. Хотя бы одного, но купить. Чтоб чисто был, как затычка. А потом я пол своего стола, если что, продам. И все. Там, конечно, гритер в 3 звезды собранный, но я думаю, я все-таки найду одного гритера. Надо будет его купить, по-любому надо будет его купить. Да не, я слишком много предметов потрачу, если так рольну. Пока можно, в принципе, так посидеть. У меня 7 винстрик, 19 монет. Можно спокойно выйти в 40 монет плюс, пойти еще в уровень и посмотреть по ситуации, что будет. Потому что хпшки у меня объективно до хрена. В самом деле, я редко играю на метовых сборках, и я просто обожаю Марси, серьезно. Марси это чуть ли не самый лучший герой. Там, кстати, чел на воинах собрался, неприятный. У меня никакого отхила нету, он собрался. Да. Сейчас такой мах, смотрите. Сейчас Лина Лагуну сразу в Лину, смотри. Ой, в Марсе. А не, промазала. Промазала? Я думал, попадет. Думал, как засандалит по всем Лагуну. Ну, живем, живем. Живем. Рики тоже покупать буду, потому что это область Silence такая неплохая. Приятная, можно так сказать, приемлемая. Вот воина надо будет опасаться. Если там воин хорошо соберется, мне будет тяжело его пробивать без нормальных предметов. А нормальные предметы это маска 5-го тира и кирасу мне надо будет найти. Ну, в принципе, можно было бы, конечно, и перчатку 5-го тира взять, но я, если честно, не особо хочу ее брать. Так, кстати, там шаманчик будет прыгать сейчас сюда. В этот угол я туда антимага поставлю. Буду ловить его. Чтобы он своим солнечным шаманом не успевал перевоплощаться. Хотя у меня скорости атаки там не так много в этом антимаге 0.7. Может быть, успеет перевоплощаться. Так, воин здорово. А там Обезруш. Вот это неприятно. Еще и молнии сейчас будут прокать. Больно? Блин, опять обезруш. Гребаный дум. Не успею, блин. Обидно. Надо, чтобы кто-то еще вылетел, чтобы были предметы. Но по сути никто не собирает эльфов. Надо найти себе предмет 5-го тира. Жетон отступника мне сейчас не нужен. Ну да, сейчас жетон отступника мне не нужен, объективно. Молния 5-го тира это, конечно, классный предмет. И ганчик есть под антимага, если что, но я хочу зарандомить. Понял, бессмертие. Ну ладно, бессмертие пойдет, окей.
окей. Не самый худший предмет, который бы мне не хотелось видеть, скажем так. Этот предмет мне пригодится, просто мне сейчас предметы на сейф не нужны. Хотя у меня предметы на урон есть. Пойдет. Да, кайфово. Поставил туда антимага чисто для того, чтобы у меня антимаг ловил солнечного шамана. По итогу у меня антимаг стоит в эльфийском проклятии. В эльфийской цепочке. Сильно. Вот так вот. Сейчас пока ничего ролить не буду, надо подождать. 5 хп осталось у воина. Антимага подставлю под дума. А себе возьму магическое сопротивление. Сейчас, чтобы просто антимаг брал и высасывал у дума ману. Ну, чтобы этот дум не создавал мне проблем. Кстати, зверь собирается. Там у чувака миллиард яиц. Он хочет себе трехзвездочного дума сделать. Тогда ему надо там продать некоторых героев. Ну, кстати, трехзвездочный дум не такой уж и плохой герой. Опа, гоблины, здорово! Там, конечно, не полная синергия гоблинов еще. Ну, мне, в принципе, плевать. Разорвал. Чисто разорвал. А я тебе говорил, я тебе приходить буду. Я говорил, что я к тебе приходить буду, молодой, горячий. В самых страшных снах. Жалко, здесь нету двойных крипов. Были бы двойные крипы, было бы вообще по кайфу. Чисто бы миллиард предметов имел бы на 35-м раунде. Хотя не факт, что они до 35-го раунда доживут. Я думаю, может гритера все-таки поставить. Знаете, сейчас в чем, какой рофл будет? Если я сейчас возьму предмет 5-го тира, буду ролять, а мне там упадет бессмертие с рандомного сундука. Это будет вообще трэш. Кстати, я сейчас 8 уровень так возьму, потому что с этих мобов я получу 9 монет. Там обезоруж опять. Боже, как вы задолбали со своим обезоружием. О. Ладно. Окей. Обезоруж, так обезоруж. Мамору берем. Яйцо упало, кстати. Я туда антимага сейчас засуну. Мне нужно будет всего лишь 2 антимагов найти. Все. Не знаю, брать 9, не брать 9. Но вообще хотелось бы взять 9. Надо подождать, может кто-то еще вылетит. Может быть кто-то еще вылетит. Надо, чтобы этот Сларк вылетел, и мне Гритер пришел. Я, если честно, не особо хотел Гритера этого искать. Но там еще обезоружие. Боже, как вы задолбали со своим обезоружием. Мне 100% надо искать Гритера. Слишком много контроля. Слишком. Из-за того, что там слишком много контроля, мне нужно найти Гритера. Чтобы тупо не париться насчет этого контроля. Его слишком много, этого контроля. Бесит. Вы знаете, малюсенько, но бесит. Хотел до талого сидеть на своих эльфов, кайфовать. А по итогу Сане приходится потеть вот это вот. Гритеров искать всяких. Может, я хотел сидеть на эльфах и вообще не париться, а? Так, минус зверь. Бэм. Рики, кстати, надо покупать. Рики пригодится. Явно будет не бесполезный герой. Так, это. Криты, маска. Берем маску. Маску обязательно берем. Маска нам необходима. ХП реген всегда хорошо. Хотя и криты там были тоже приемлемо нужны. Но нет. А, на Рики пока что продам.
Перчатка чистого урона с обезоружием. Сейчас, по идее, воина я должен разорвать. Антимаг хавает Дума. Без шансов. Куда ты свой Дум кастанул? Ты мерзость ходячая. О. Эти 6 секунд длятся вечность. Бам! Тебашер в табло. Гаси, гаси его. Хорош. Молодец, Марси. Но если бы чел нашел там Кирасу, на самом деле не было бы все так весело. Он бы меня нормально так устроил бы мне немножечко веселья. Гритера скипнул! Фух. Так, яйцо. О, все. Ну, ребят, это имба. Все, забудьте. Забудьте. Реликвия яиц сейчас отработала себя на 110%. Тупо на 110% себя отработала. Так, это убираем, это убираем, это убираем. Все. Эльфов ставить мы не можем. Мне нужно будет найти Дума. И теперь можно поискать Рики. Все, сейчас буду жить и кайфовать. Сейчас у меня самые лакшери условия. Антимаг 3 звезды, Марси 3 звезды. Прекрасно. Хорошо. Гритера чисто на сдачу буду покупать. Так, теперь мне нужно гритеров дополнить чем? Ну, конечно, легендарные фигуры это я слишком губу сейчас раскатываю. На легендарную фигуру можно не рассчитывать. Но! Я хочу сейчас найти Дума. Я думаю, все-таки Рики мне будет необходим. Хотя на самом деле от Рики здесь 0 пользы, потому что чел там прыгает через блинки. Поэтому от Рики там будет особо 0 пользы. Сейчас, кстати, снова ставлю антимага в этот угол, чтобы чел своим солнечным шаманом прыгнул сразу под моего антимага. И антимаг начал его сразу жрать. Просто кушать. Приятного аппетита! Опа! Смотрите. Бэм. Баш. Баш! Хорош. Башек сработал. Бэмс. Эх, у шамана 3 хп осталось. Так, сейчас тех мобов заберем. Не, волшебников продам. Сейчас поставлю синергию эльфу. Так просто будет намного быстрее. Чем я буду тут это сидеть, пыхтеть, тужиться. Пофиг. На самом деле, что мне сейчас надо вот из этого тира предметов? Я хочу Кирасу, во-первых, все 5-го тира. Либо криты. А из 4-го тира я хочу себе БФ. И на всякий случай МКБ. Сейчас посмотрим, что упадет. И от этого уже буду отталкиваться. Кинжал на хп реген упал, в принципе. Так, есть МКБ, есть арчит. Я возьму арчит. Пригодится. Так, молнии 2-го тира, в принципе, можно будет убрать. Кираса сюда, здорово. Просто сейчас минус 25 брони даю челикам. С арчидом у меня просто сейчас урона будет 1 000 000. И столько минус брони накидываешь, просто закачаешься.
Я хочу на самом деле Омника еще. Рики уже, в принципе, не нужен. Не, Рики хрень, конечно, полнейшая будет. Омника хочу. Квапа. В принципе, кстати, Квапа тоже пригодится. Пусть стоит пока что. Сейчас я на следующем раунде поставлю. Хотя, что я боялся? Так, воин здорово. Ой-ой-ой, у чувака клинок тени там. Миллиард уклонения, обалдеть. А, ну ладно, все равно плевать. А вот и бессмертие, кстати, сыграла свою роль. Чел на шаманах проиграл воину, а воина выиграл я. Ай, красота. Ну, на самом деле, чел на шаманах чуть-чуть не дожил. Прям чуточку не дожил. Хорошая игра, хорошая. Прям такой, на одном дыхании. Такая лакшери игра чисто. Не, надо было, знаете, я ошибку сделал в этой игре. Ребят, тоже не повторяйте такую ошибку. Я заранее взял арчит, хотя этого не стоило делать. Вообще не стоило этого делать. Заранее не надо было брать арчит. Надо было сначала посмотреть, что возьмет мой противник. То есть вот Хускар взял сейчас клинок тени, и мне тупо вот МКБ зарешало бы больше, нежели тот арчит. Потому что арчит, он накидывает сайленс, ты просто по этому арчиту бьешь двойной урон сверху. И все. Но это ошибка. Такого делать не стоит. Надо сначала было прочекать, потому что я бы по нему не попадал, когда активировался бы клинок тени, и, соответственно, бы не регенился. И это была бы ошибка лютая. А он бы меня выиграл. Вот вы видели, сколько он урона? Ну, типа, если бы не бессмертие, я бы откис. И вот то, что мне бессмертие с рандомного сундука упало, это, знаете, это как знак с небес был. Но там и моя ошибка была. Я поспешил такой, думаю, да что делать? Все, арчит берем. Ну, блин. Просто игра на одном дыхании. Тут я сыграл через минус броню. И, соответственно, из-за того, что было много минуса брони, соответственно, у меня было довольно-таки много урона. Но если бы мне упал БФ, вместо того же Арчида и МКБ, я бы, в принципе, не расстроился. Но хотя МКБ бы мне прям... Ну, это было критично, то, что... Мне просто повезло. Повезло то, что у него закончился клинок тени, у меня активировался бессмертие, и я просто по нему попадал потом. Ладно. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк, соответственно, кто не подписан, подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.